Всем привет, с вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. В сегодняшнем небольшом мастер-классе я покажу вам, как создаю из обычных пластиковых бутылок мелкую траву для различных композиций. А также покажу вам, как по подобному принципу делаю более крупные веточки, подобные еловым. Для работы нам понадобится минимум материалов: пластиковая бутылка, ножницы и свечка. Отрезаем полоску примерно в длину около 4 см, а в ширину 1,5–2 см. Посередине делаем вот такие треугольные надрезы, один напротив другого. Края надрезаем на тоненькие полосочки. Получается вот такая фигурка по форме, напоминающая песочные часы, с бахромой по обеим краям. И аккуратненько оплавляем эти края над теплом от пламени свечи. Они вот так закручиваются. Можно поправлять пальцами, чтобы они не были у нас закручены в одну сторону. Не опускайте пластик слишком низко к огню, потому что он просто поплавится. Позагибали, нагреваем посерединке и быстренько перекручиваем, а затем вот так сгибаем. Очень красиво такая травка смотрится в декоративных композициях с имитацией настоящего ландшафта, например, водопадах. Для крупных травинок все то же самое. Этот отрезок у меня длиной 7 см, шириной около 4 см. Можно поуже немножко. Края можно надрезать вот так, вдоль до середины. Держим над теплом от пламени, они подгибаются. Вот так, ой, слишком сильно. Развернули. Видите, похоже на еловую веточку. И с этой стороны. Раз. Вот. Теперь перекручиваем серединку восьмеркой. И сгибаем пополам, немножко одну веточку делаем чуть ниже по соотношению к другой. С этой стороны делаем дальше, а эту чуть ниже. Эту мы сделаем так же, как делали травку. Надрезы делаем по направлению вниз. Края аккуратненько оплавляем. Серединку перекручиваем.
Здесь можно придержать плоскогубцами и уже оплавить основание, как нам необходимо. Для сравнения покажу. Здесь надрезы были до серединки вдоль, а здесь углублялись в длину. Далее покажу вам, как я эти веточки украшаю. Очень красиво выглядят прозрачные веточки, покрашенные спонжиком сверху, как будто изморозь такая на них. Можно как белой краской, так и серебряной, перламутровой. Вот такой интересный эффект получается. Буду рада, если мой мастер-класс окажется вам полезным. Желаю всем вам творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!